Идея, ну, во-первых, я много общался с людьми с синдромом Дауна, и мне они показались очень интересными и необычными. То есть то, как они разговаривают, как они вот мыслят. Ну, у них все по-другому. Не только то, что они тупые, а вот именно они по-другому воспринимают мир. И мне захотелось вот именно сделать главного героя, человека с синдромом Дауна, и показать его в таком необычном ракурсе, что вроде как он в итоге оказывается супергероем там в моем мире. А учитывая мой опыт общения с такими людьми, я прям ходил с человеком с синдромом Дауна, записывал фразы его, чтобы ну, как можно подробнее передать вот его именно речь, вот это вот мышление. То есть многие, да почти все фразы, сказанные главным героем, они записаны были с реального человека. Ну, он таким моралистом немножко был, то есть хотел мир исправить в лучшую сторону, и когда у него эта возможность появилась, он понял, что у него там практически безграничные возможности, он и начал реализовывать свои идеи сразу же. Конечно, тут тоже спорный момент, потому что неизвестно, просто прав он или не прав, тут уже читатель сам решит, правильно так поступать, как он, или неправильно. Это не то, чтобы я предлагаю убить там всех плохих людей. Нет, конечно же. Тут, опять же, ну, он еще и даун, он по-своему мыслит, он вот так решил. А читатель, он сам решит. Многие говорят то, что он был неправ, кто-то говорит, что он был прав. Спорный момент. Значит, у меня в книгах обычно идет две сюжетные линии. И когда человек дочитывает до конца, то концовка, она переворачивает с ног на голову все, что было до этого прочитано. Ну, по крайней мере, в большей части моих книг такой прием используется. Это все я намеренно делаю. И поэтому, когда человек дочитал до конца, он начинает анализировать, вспоминать всю книгу и уже по-другому видеть главных героев, действия, мотивы, все. И иногда даже люди начинают читать книгу заново, уже вот с этим именно новым знанием. То есть сознанием финала книга воспринимается по-другому, если начать читать ее сначала.